Война. День 332. Ситуация на фронтах. Воздух. Днем ранее на крышу здания Минобороны РФ установлен зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С-1», вероятно, дабы прикрывать чиновников от возможных атак с воздуха в российской столице, что явно свидетельствует о том, что специальная военная операция Путина идет согласно плану, а быть может даже с опережением графика. Альянс Свободы. США объявили о очередном пакете военной помощи на сумму в $2,5 миллиарда, и это уже третий такой большой пакет менее чем за месяц. В последний пакет включены 90 БТР Страйкер и 59 БМП Брэдли. Это дополнительно к тем 50, что были объявлены ранее. Восток. Идут тяжелые бои на линии Сватово-Кременная. Тут россияне атакуют в районе Новоселевского и Куземовки, причем с применением бронетехники, что последнее время бывает не так часто. Тем не менее, продвижений тут не произошло. В районе Кременной украинский генштаб сообщает о обстреле села Голиково, что может означать, что его контролируют ЗСУ, а это в свою очередь означает перерезание трассы Р-66 Сватово-Кременная. На правом берегу Северского Донца россияне атакуют Белогоровку и Спорное, а в районе Бахмута российские войска продолжают атаки по флангам, дабы окружить город. На севере они атакуют из Солидара в направлении Красной горы, Васюкивки и Раздоловки, а на юге бои идут возле Клещивки. Исходя из сложившейся ситуации, удерживать Бахмут становится все сложнее, но тем не менее путей сообщения с ним достаточно. Несмотря на многочисленные заявления россиян касательно захвата Клещивки, кадров, подтверждающих это, пока нет. Но тут намного важнее высота западнее села. В районе Авдеевки идут бои, но без изменений линии фронта. На запорожском направлении россияне заявляют о широкомасштабном наступлении вдоль всей линии фронта. Правда, пока увидеть его ширину и масштаб довольно сложно. Быть может, оно такое большое, что мы находимся в его эпицентре и, как в случае урагана, ничего не замечаем. А быть может, это широкомасштабное наступление россиян со взятием населенных пунктов и продвижением на десятки километров происходит где-то там, в интернете. Справедливости ради, на этом направлении действительно увеличились обстрелы и имеются попытки у россиян наступать. В частности, публикуют видео, где пехота, как в Первую мировую, пытается бежать по полю, после чего по ним бьет артиллерия. Но назвать это широкомасштабным, да еще и успешным наступлением довольно сложно. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим адекватным комментариям, лайкам для продвижения. Также не забывайте подписываться, ставить колокольчик. И спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.